общий расклад Таро на загаданного мужчину для женщин и на загаданного партнера для мужчин. Мысли, чувства, планы, действия, все, что происходит в отношениях сейчас, что будет дальше и что влияет на отношения, какие повороты готовит судьба вам в отношениях в ближайшем будущем. Настройтесь на себя, на своего партнера, и мы посмотрим с вами, что думает, чувствует и как будут развиваться отношения с загаданным человеком в ближайшем будущем. Приветствую всех, друзья! С вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. И мы сегодня погадаем на отношения. По традиции начнем с того, что посмотрим, что происходит сейчас, да, ну и какие энергетики у вашего партнера, да. Ну, смотрите, есть какая-то трудная ситуация, она не тупиковая, но она рискованная, она сложная, она проблемная, да. Есть в ваших отношениях некие препятствия, которые возникли из-за того, что, может быть, вы не подготовились, может быть, переоценили свои возможности, может быть, недооценили свои возможности в отношениях. Как минимум, препятствия и трудности у вас есть, присутствуют. Хорошо. Гора не просто так, да, ну, может, что-то важное происходит, ну, и, может быть, вы идете к какому-то результату достаточно сложным путем, да. Угу. В вашей любви в этих отношениях, в ваших чувствах в этих отношениях предшествуют трудности, то есть у вас есть чувство к партнеру, и у него, скорее всего, к вам тоже есть, но препятствия только через препятствия, через проблемки. Партнеру вы снитесь, он вас видит во снах. Но центральная карта есть инфантильная и немножко такая абстрактная. То есть у вас, с одной стороны, все прям, знаете, все так классно, все так няшно, да, няшно, мягко, романтично, может быть, даже, с одной стороны. Но гора. Вам или кто-то мешает, или вы устали в этом находиться, да, вот так. Или инфантильность партнера создает некие проблемы. Она центральная у вас. Сегодня инфантил в центре. Здесь есть ритуал, да. Иногда это не всегда обозначает, что есть какая-то магия, да, не обязательно. Просто ваши отношения, можно сказать, без ритуала не работают. Ну, что такое ритуал, да? То есть это есть некий процесс, да, который обусловлен некими правилами, да, и может быть ваш партнер создает какие-то трудности и считает, что они обязательны, да, то есть эти правила, то есть есть некая программа трудностей, которая заложена в ваши отношения. И кто ее создает? Либо ваш партнер, либо вы, либо его программы, либо ваши программы, понимаете? Ну, смотрите, здесь уже видно, что не без высших сил эти отношения существуют каким-то образом. То есть высшие силы здесь вмешиваются. И идет все по неким правилам, на которые вы, в принципе, и он не всегда можете влиять. Потому что эта карта, она, знаете, как некая отстраненность, да, дает некую отстраненность и не только невозможность, да, не только дистанцию, а некую наивность, что все идет по тем правилам, на которые вы рассчитываете. Вот такое. Еще раз, в этих отношениях есть наивное полагание на то, что преследуя или следуя определенным правилам, вы достигнете успеха. Могут ли здесь быть какие-то обряды и ритуалы в ваших отношениях, которые влияют на отношения и создают трудности? Да, безусловно.
Да, безусловно. И они будут повторяться, скорее всего. Ну, жаба контроверсийная здесь очень. Она, с одной стороны, может сулить большой результат, хороший результат, да, или успешный результат, потому что жабы не всегда о негативе. Но если ваши отношения на виду у кого-то, и кто-то завидует, то в этих отношениях тот человек, который завидует, может создавать некие проблемы с помощью определенных ритуалов. Еще раз, не обязательно магических. Ритуалы здесь это как некий паттерн, который, ну, естественно, повторяется, да, потому что паттерн это и есть повторение, совокупность повторений. Но паттерн, который присутствует. То есть вам получается как бы... Есть человек, который периодически делает одно и то же действие для того, чтобы создать проблемы в этих отношениях. И это может быть как человек извне, так и человек в ваших отношениях. То есть либо вы, либо он. То есть проблемы кто-то создает. Ну, а если вы гадаете на ситуацию, где знаете, что кто-то может подмагичивать, ну, тут жабка только фоном идет и говорит, да, скорее всего, кто-то еще как бы мешает, да, магией своей. Ну, жабу подкидывают. Ну и вот она, свинья, духи. Духи говорят о свинье, и духи говорят, что в этих отношениях что-то нечистое. И рядом жаба. И жаба здесь у нас сегодня играет не сколько позитивную роль, сколько больше негативную. Она говорит, будь осторожен или осторожна. Ну, как минимум, слабым в этих отношениях наивного человека делает жаба и свинья. Что это? То есть это негативные влияния, которые делаются либо по магической структуре, либо путем повторения одних и тех же действий, каких-то периодических, возможно, потому что этот ритуал, он выпадает в ближайшее будущее. И, знаете, этот ритуал может помогать кому-то для того, чтобы получить свой результат в конечном итоге. Свой корыстный результат. Ну, кто у нас на раскладе? На раскладе у нас любящая пара, которая испытывает чувства. И это даже здесь могут быть родственные души, я допущу. Это такие, знаете, уже отношения космические какие-то, даже вплоть до космических. Единорог говорит о вашей связи по чакре Аджне и Сахасраре. То есть это высшие вибрации вас соединяют. Но на этом все и держится. На материальном уровне у вас очень темные карты. Хоть и результативные, но темные. То есть материальный мир не помазан у вас золотом, а вот высший мир у вас прям весь в единорогах. С одной стороны и неплохо, но с другой стороны грязновато. И ритуал разделяет как бы высшие сферы и низшие сферы. Хороший результат и не очень хороший, да, в конечном итоге. Даже если мы жабу в ваших отношениях рассмотрим как позитивный результат, ну, как результат, да, хороший результат, как достижение результата. Рядом свинья все перепортит, да, вот так. Окей, давайте посмотрим. Первое, что я хочу спросить. Вижу гору. В чем ваш партнер видит препятствия? В чем партнер видит проблемы в ваших отношениях? Трудности или испытания, или риски, вот такое, да. Гору проверим. Проверим-ка мы гору. Ну, он считает, что это непосильно для него. Непосильно. И проблема в том, что он как будто бы не имеет сил для этого, энергии прямо. Энергии руны. Кано, соло. Дагас здесь. С, Д и К. Здесь вот имя человека, особенно мужчины, на С, Д и К. Очень-очень вот это про мужчину с этими именами. Женщина тоже может быть на С, Д и К имена иметь. А особенно огненные стихии. Мужчина, женщина, огненные стихии. Могут быть и пламенными близнецами. Здесь у нас две свечи прямо на ритуале стоят.
И родственные души здесь то же самое могут быть. В этом раскладе. Хорошо. Спрашиваем, какие чувства испытывает к вам загаданный человек? Смотрим на сердце. У него разбито сердце, и все из-за вас. Наверное, здесь, в этом сердце, из 3 мечей. Один меч он воткнул в сердце сам себе, вонзил, да, своими действиями, своими мыслями, поступками. 2 меч, он считает, что вонзили вы ему, а 3 меч еще кто-то вонзил. Поэтому чувство, которое он к вам испытывает, это разбитого сердца, чувство разбитого сердца. Если вы знаете, что это он вам разбил сердце, тогда это его чувство, он чувствует, что ваше сердце разбито. Он может чувствовать здесь. Хорошо, о чем мечтает загаданный вами партнер, мужчина или женщина? Его мечты или ее мечты? Она мечтает изменить ситуацию к лучшему. Также здесь можете подумать о том, что и финансовая сторона ваших отношений, по мнению вашего партнера, хотелось бы ему, чтобы было лучше. То есть он мечтает об улучшении и отношений, и финансового канала своего. Давайте смотреть, что это за обряды, ритуалы такие у вас проходят. Что это за ритуал? Обряды и ритуалы в ваших отношениях происходят на привлечение любви, особенно прошлой любви, на удержание партнера. И обряды и ритуалы проходят на то, чтобы он дарил знаки любви и тепла, но еще и внимание, естественно, и финансовые тоже. Это больше чувственная карта, да, это вот такое нежность, любовь, тепло, да, внимание, забота, ухаживание. Может ли это быть приворот? Да, может быть, и это может быть и последствия прошлого приворота здесь могут быть. 6 кубков – это прошлое. Хорошо. Чей здесь интерес в этих отношениях? Кто самый главный выгодополучатель? Выгодополучатель в этих отношениях. Выгодополучатель в этих отношениях тот, кто заинтересован в деньгах, тот, кто заинтересован удержать, и тот, кто заинтересован в мужчине. Это мужская карта всегда. И тот, кто заинтересован в недвижимости. Поэтому жабу давит по поводу того, кто хочет оставить себе деньги, недвижимость, квартиру, дом, участок, бизнес. И мужчину, возможно, которому это принадлежит в этой ситуации. Вот тот и выгодополучатель. Если это вы, значит это вы. Если это он, значит это он. Тут уже смотрите по своей ситуации, кому что выгодно. А если это соперница, допустим, бывшая жена или бывшая любовница, тут больше это, конечно же, это бывшая жена здесь. Больше похоже на это, но не обязательно это общий расклад. Хорошо. Как духи видят свинью? Или как свинья проявляется в ваших отношениях? В чем суть свиньи в ваших отношениях? Может, кто подсовывает вам свинью, тоже посмотрим. Свинья в ваших отношениях выражается в том, что вроде бы на вид серьезные отношения становятся просто флиртом, игрой, и ваш партнер или партнерша может коситься на других партнеров. Вот в этом свинья. То есть, или обращать внимание не на вас, а на кого-то. По сути, свинья реализуется так, что ваши отношения становятся несерьезными, хотя чувства в них есть. И вроде бы как хорошее что-то, оно сливается просто. Сливается. Вот и все. Сейчас я хочу спросить. Вот это серьезная проблема с энергией. Серьезная проблема с энергией. Первопричина этой серьезной проблемы с энергиями. Первопричина серьезной проблемы с энергиями.
женщина. И сегодня у нас шершаляфам, да. Ищем женщину. Хорошо. Причина разбитого сердца. Покопаемся в причинах. А кто-то просто хотел сделать разрыв, отсечение, отвязку, остуду, присушку, отсушку, да, вот это все. То есть какая-то некая женщина хочет отсечь, желает отсечь. Хорошо, а что она может получить в результате этого? Что она может получить в результате этого? Полную зависимость мужчины над ней. От нее, точнее, да? От нее. Ну и наоборот, да? Если мужчины смотрят. То есть тогда какой-то мужчина хочет контролировать женщину, да? Понимаете? Ну, если соперник или соперница. Хорошо, получается ли у нее это в результате? Или как у нее это получается? Какой результат у нее? Ну или какой результат в будущем, если она это будет делать? Потому что это уже ближайшее будущее. Но она может получить свой результат. Это карта, по сути, сигнификатор. И может получить результат. Может. Тот, который нужен. Тот, который ее интересует. Эти две карты. Что конкретно? Что конкретно? Больше конкретики. А башня это конкретнее уже не бывает. Она получит то, что она хочет. Мужчину, ту цель, к которой она идет. Что-то важное и главное для него. И если здесь, знаете как, иногда в отношениях размер играет значение, да. Не только тот размер, о котором вы подумали. Ну, например, размер его души или ее души и сердца. Ну, здесь этот размер имеет значение, и результат будет достигнут. Поэтому здесь вмешательство посторонней женщины очень сильно влияет на отношения и очень сильно их разбавляет. Опои, привороты, окормы, привязки, остуды – все здесь имеет место быть, к сожалению. Но если вы гадаете, например, без щепотки магии, да, в своей ситуации, ну, здесь тогда некая женщина, которая просто является авторитетом, как минимум, имеющая очень высокий вес и давление на мужчину, управляет этой ситуацией, полностью дергает за веревки и меняет ситуацию, ну, как бы в лучшую сторону для нее. Она не всегда достигает результата, но держит в связи этого человека, да. Хорошо. Давайте тогда спросим. Здесь немножко больше в соперницу развернулось, но, значит, так карты выпадают. Что ж, мы имеем эту ситуацию часто в отношениях. Давайте проверим пажа кубков. Насколько глубоко в его сердце, в сердце вашего партнера, ну, вонзилась соперница. Мужчины могут со своей стороны смотреть. Глубоко, основательно. Здесь время – это хроническое уже проникновение и, знаете, такая прям, ну, как она, сублимация, что ли, да, перемешивание, да, происходит некое. Скажу так. У вас серьезная соперница или серьезный соперник? К сожалению. Окей. Какие планы вот этой женщины? Именно этой. Мы потом посмотрим и на эту женщину. Тут две женщины. Поэтому с какой женщиной вы себя здесь ассоциируете как женщина, посмотрите. Если мужчины, можете посмотреть свои планы на женщину. Какие планы у женщины? У женщины есть серьезный план достаточно использовать свой шанс, получить желаемое. Вот она башня, вот это первый кирпичик. И она будет тянуть по чуть-чуть. То есть у этой женщины есть план забрать все тактикой 1000 порезов по чуть-чуть. Як кажуть, курочка по зернятку, увесь двір у лайні. Да? Так и здесь. Она будет брать по чуть-чуть, но все. Методично.
что она уже смогла себе забрать? Рыцарь кубков. Она уже забирает себе чувство мужчины и даже может забрать любовь. Разбитое сердце, коса. Вот эта коса – это часть вот этих ножей. Поэтому еще раз, видите, я не просто так сказал, что он один нож вставил себя сам, да. Второй нож где-то он считает, что это вы, а третий нож – это вот она, вот это вот. У меня такое ощущение, что она его или соблазнила, ну или опоила, да. И у меня такое даже ощущение, что она как будто бы купила эти нити, да, чтобы сделать марионеткой его. Хорошо. Каковы шансы ему освободиться, вашему партнеру, от вот этой зависимости? Вы можете посмотреть на свою зависимость, да. Ну, не на свою, а на его зависимость в вашем случае. Не обязательно на магическую зависимость. Ну, тут, знаете, тут есть шанс. И тут магия есть. Туз жезлов – это энергетическое влияние, огонь. У него есть шанс, может быть, даже уже и немного у него шансов осталось. Может быть, даже и один шанс остался. У него есть немного шансов здесь. Хорошо. Какие планы у этой женщины? Тоже взять все под контроль. Но здесь планы добиться своего, а здесь взять под контроль ситуацию. У нее может быть еще в планах управлять семьей и управлять мужчиной. Поэтому, если это у вас одна и та же женщина, то она очень серьезно и основательно взялась за него. Окей. Давайте тогда спросим. У мужчины сейчас нету сил противостоять этой ситуации. Появятся ли они? Оно как жезловое, да? Поднимется ли его жезл в этом направлении, да? В направлении противостояния зависимости, да? Поднимется ли это жезл? Да, есть такой шанс. 9 жезлов. То есть, если сейчас ваш партнер не в ресурсе, то это не означает, что он будет всегда не в ресурсе. То есть, шансы у него есть. Вот они. 1 жезлов. Да, туз жезлов и 9 – это 10. Будет тяжело. Но не без помощи женщины здесь. Поэтому поддерживать ли вам партнера в этой ситуации? Лучше да, чем нет. Сколько времени уйдет на это? Тройка пентаклей. От 3 месяцев, но это всегда как один день. То есть, это минимум. От 3 месяцев до 3 лет. Сразу говорю, быстро вот такое, как здесь, не решается. То есть, не торопитесь. Да, вот здесь по этой ситуации. Хорошо. Давайте посмотрим, какие у вас шансы вдвоем. Вот шанс. На пару посмотрим. Шансы на пару. Почему? Да, все-таки здесь и сил нету, да, и соперница. И она желает все там себе, да. И трудностей. В общем, какие шансы? Шансы вообще мутные. Вот сейчас это как бы карты говорят, не видно этих шансов. Но им надо давать 9. Это беременность, это вызревание, да. Луна, я имею в виду, 9, здесь результат, я имел в виду. Шансы есть, но их не видно еще пока. И они отраженные, они искаженные, эти шансы. Поэтому вы, знаете, как не в самом ресурсном состоянии, чтобы говорить о шансах. Ну, как минимум, здесь мужчина может быть не в самом ресурсном состоянии, учитывая, если соперница и Луна, змея, туз пентаклей, то есть здесь просто вложены в ресурсы со стороны женщины, чтобы на нем была Луна. Здесь 99,9%, что на мужчине есть какая-то печать, лунная печать, да, то есть магическая печать. И ритуал здесь не просто повторяющиеся сюжеты и картинки, да, или сценарии, а просто магия. Здесь просто женщина пытается доминировать, да, в этой ситуации, соперница пытается вырвать инициативу.
Хорошо. Давайте еще раз. Да, разбитое сердце и чувства по отношению к вам как будто бы разбиты. Но понятно, что, скорее всего, кто-то влияет. Давайте посмотрим. Любит ли он вас? Это можно назвать любовью ваши отношения? Или как можно назвать любовь вашу? Или то, что между вами? Здесь прямо мистерия или тайна. Я скажу, вашу любовь можно назвать тайной. И, возможно, то, что я говорил, вот нельзя здесь выносить на показ. Здесь как будто бы посторонние глаза, как будто бы они смотрят, да, на это и на ваши отношения, на ваши чувства, и не дают им, знаете, просто темной энергией или темнотой поглощают свет. Вот здесь ситуация, где свет поглощается темнотой, к сожалению. Можно ли назвать это любовью? Да, но она была так на показ. К сожалению, пока. Хорошо. Чего хочет от вас загаданный мужчина или женщина? Загаданный человек от вас чего хочет? Связать судьбу с вами хочет. Колесо. И двигать дальше эти отношения. Это не обратный ход колеса. Это очень хорошая карта. Это вообще колесо фортуны, в принципе, да. Ну, если бы это были карты Таро, а это оракул, ну, в этом оракуле эта карта часто за колесо судьбы отвечает. Хорошо. Что советуют карты Таро вот этой королеве жезлов? Особенно, если это замужняя женщина. Ну, укреплять свою энергию, свои позиции, свою защиту, безусловно, укреплять. И пробовать влиять на судьбу. Влиять почему? Потому что подкова – это то, что ставит человек для лошади, для руны Эвос. Двигать эти отношения дальше. Эвос – это движение. Поэтому защищать, управлять, направлять, подсказывать, помогать, созидать. Ну и укреплять защиту еще раз. Хорошо. Чего он добивается, этот мужчина? Добивается поддерживать с вами связь. Добивается своей цели. Это уже больше к будущему. И смотрите, подкова. Подкова падает на женщину. Лошадь этому мужчине может подковать только женщина, королева жезлов. Если это вы, огненная женщина. Да, помните, я говорил, вы можете быть два огня. Вот они. И вот эта женщина, скорее всего, огонь. Но это, скорее всего, земля, вода. Земля и вода. Хотя над ней огонь, она тоже может быть огненная. Она может быть вашим зеркальным отражением. Хорошо, а наладится ли у загаданного человека работа, финансовый канал? Наладится ли работа, финансовый канал? Да, но видите, здесь через работу с талисманом, через работу с защитой, с оберегом, здесь нужно вот, знаете, вот ритуал есть здесь. Вот ритуал, он в высшей стадии, да, а разворачиваться это будет уже через обереги, амулеты, через материальные якоря магических процессов. Что такое оберег, да? Или подкова? Подкова – это путь к счастью всегда. А оберег – это его сопровождающий, да, аспект. У этой лошади будет подкова. У этой лошади будет эта подкова. А на этом всаднике будет этот оберег. Не будет подковы, не будет всадника, не будет движения к счастью вперед. Так работает на самом деле. Окей. Что назревает в ваших отношениях? Что назревает? Назревает в ваших отношениях. Мужчина будет пытаться становиться самим собой, контролировать и управлять своей энергией. Окей. А какую тайну он хранит от вас, этот мужчина? Какую тайну он хранит от вас? Пятерка кубков. Он хранит от вас тайну тоски, глубокой тоски, глубоких переживаний, разбитое сердце опять, сердце, тайну любви, тайну хороших чувств и тайну плохих. В нем, знаете, пока оно перемешано, но
он хранит больше ту тайну, что он очень сильно тоскует по прошлому. И в этой тоске он может сейчас пребывать, но колесо фортуны, оно рядышком уже. То есть его судьба меняется. Благодаря чему или что может изменить его судьбу и судьбу ваших отношений? Давайте посмотрим. Прекратить нужно что-то. Что-то должно быть прекращено. Чтобы изменить судьбу, нужно что-то прекратить. Давайте спросим, что должно прекратиться? Ну, во-первых, должен прекратиться дрейф. Что такое дрейф? Здесь, в этом случае, это неконтролируемое управление своей судьбой. То есть мужчина должен взять под контроль свою судьбу, взять ответственность за это. А женщина может здесь только помогать, укреплять свою позицию и ослаблять позицию соперницы, если она есть, и тех сил, которые могут быть заинтересованы, чтобы направление движения мужчины было не в ту сторону, в которую хочет эта женщина. Соответственно, должно быть как бы разворот этой лодки в том направлении, в котором хочет эта женщина. И он может произойти, в принципе. Давайте смотреть, как это сделать, как или что может направить этого мужчину в вашу сторону, а не от вас, а не в противоположную, да, к вам, чтобы этот мужчина шел или ехал, или скакал, что лучше сделать? Нужно его останавливать постоянно. Это карта стоящего на месте мужчины, да, то есть если он от вас идет, его нужно останавливать. А если он стоит на месте, его нужно наоборот подталкивать. Ну, логично же, да. Вообще это стоячая карта, поэтому его нужно подталкивать. Но если он идет от вас, то, естественно, его надо останавливать. Логично. Этому мужчине нужно искать себя в самореализации, в работе и в бизнесе. У этого мужчины очень хороший потенциал. А вот он, между прочим, на секундочку. И он может быть не бедным человеком, обеспеченным, может хорошо реализоваться. И если вы планируете детей, то у вас еще могут быть и дети от этого человека, да? От этого партнера, от этого мужчины, ну и от женщины, если вы смотрите, да. То есть потенциально это можно развернуть в ребенка, да, если это действительно важно для вас. Ну, давайте посмотрим, может быть, как защищают вас, да, или могут защитить, или чем вы можете защищаться, да, вот подсказка по талисману, немножко пройдемся. Ну, прежде всего, нужно защищать мужчину. Тут нужно защищать на уровне физическом прежде всего. Этот мужчина должен быть с оружием, с доспехами, сильным, разумным, благоразумным, не рискованным. То есть главным талисманом для него есть атаме, нож. Да? Вот он. Это разум, это светлый разум. То есть это трезвость. Это сам по себе нож. Не буду уже его доставать. Может быть оберег в виде ножа. Кстати, здесь может быть оберег в виде ножа. Ну и должен быть сильный талисман, сильный оберег. И желательно, чтобы это было. Окей, хорошо. Давайте посмотрим, какие планы были ранее у загаданного мужчины на вас. Какие были планы? Какие планы были? А он стоял перед выбором, и он не знал, кого выбрать, вас или эту женщину, соперницу. Смотрите, у него были на вас планы. Ну, просто соперница его как будто бы сбила его ориентир. Подвязала, как бы, понимаете, она поменяла эту ситуацию больше. Она поменяла. Может быть, где-то деньгами она заплатила. Может быть, она его подкупила деньгами или переманила эти деньги на свою сторону. Развилка – это материальная карта. Тут деньги играют большую роль. Ну, весомую, да. Поэтому какие у него были планы? У этого человека были планы на вас до тех пор, пока
Вот не появилась я, да, или соперница, или еще кто-то не появился. О чем он очень жалеет? О чем он сожалеет? О чем он грустит, тоскует, тошнит? А он сожалеет о том, что он впутался во все это, ввязался и еще и хотел управлять этим процессом. Здесь он потерял контроль над ситуацией на самом деле. Он жалеет, что он не контролирует сейчас ситуацию. Он понимает это? Да, понимает. Он понимает, здесь мечи. Он все понимает. Хорошо. Готов ли он вас потерять? Ну, тут сфинкс, да не готов он потерять. Да, он между как бы двумя мирами получается. И по колесу фортуны он тоже между двумя мирами может находиться. Руна Эйвас. Не Эвас, а Эйвас. Сейчас им над ним. А это о чем? Это о том, что он трансформируется очень сильно. Вот. Но он не готов вас терять пока. Будет ли он вас возвращать? Если что. Но тут даже в этом ключе нельзя спрашивать. Ну, давайте спросим все равно, будет ли он вас возвращать. Да, колесо. Опять колесо. Колесо, да. Но его надо останавливать. Будете ли вы вместе? Возможно, дерево. Но нужно время, и за любым деревом нужно ухаживать. Нужен уход. Ну, ухаживать – это уделять внимание, не уйти, уход, а сделать все, чтобы дерево росло. Возможно. Какие планы на будущее могли бы быть? О чем в будущем он думает с вами? Он хочет в будущем увидеть вас в этом зеркале. Здесь магия есть. И он хочет видеть себя в вас, а вас в себе. Хорошо, давайте советы, подсказки, инсайты. Первый совет вам в этих отношениях. Здесь есть наивность и есть единорог. Но, смотрите, первый совет в ребенке. Нужно смотреть, насколько ребенок вам помогает или наоборот вредит в этих отношениях. Поэтому не будьте наивны, с одной стороны, потому что наивности тут хватает. Но проработайте вопрос в этих отношениях с ребенком. Если вам не актуально, пропустите этот совет. Эти отношения можно развивать дальше. И последняя глава в этих отношениях еще не записана. Ну и немножко, больше целеустремленности какой-то, да, если вот никакие цели вы не ставите, то это все тормозится. Вам нужно выстраивать какие-то свои стратегии, цели, больше динамики, да, то есть прилагать усилия в своем видении этой ситуации. Что скоро может случиться в этих отношениях? Вот быстрее всего. Будет какой-то прям движ, бодряк такой, да, сбор какой-то будет. Вот. Здесь шабаш. Будет какая-то тусовка. Вам туда надо попадать или нет? На эту тусовку. Она опасная, будьте осторожны. Эта тусовка может быть организована тем человеком, который вам причиняет вред в отношениях. Поэтому, как минимум, об этой тусовке не должен знать человек, который против вас. Какой, или каким вас видит загаданный вами партнер? Он сейчас видит вас в черном цвете, настроен против вас негативно, и больше он видит вас негатива, но это все из-за вот этой вот вертикали, где темная энергия. То есть он вас видит наоборот. Должен видеть так, как себя. Но он и видит вас так, как себя, потому что внутри него сейчас темнота. Давайте так спросим.
Он вам доверяет или нет, загаданный человек? Сад. Да, доверяет, но за темнотой это не актуально вообще сейчас. Это карта сад. То есть его доверие к вам, он может вам доверять. Может. Мог бы. Давайте теперь еще вот эту карту спросим, кто из окружения наиболее вам полезен. Вот тот человек, с которым вы чувствуете легкость, да, вот, вам легко говорить, общаться, да, и он вас не нагружает. Вот тот вам и полезен. А кто максимально опасен вам? А есть у вас в вашем окружении человек, который, знаете, он как флюгер. Он сейчас говорит одно, а через 5 минут он будет говорить противоположное, и еще и скажет, что я вот такого не говорил предыдущего, а он же уже вот только что это сказал. То есть он будет отказываться от своих слов и менять свою позицию, свою точку зрения. Вот с этим человеком вам не надо. Подальше. Будете ли вы вместе? Джокер. Прекрасная карта. В этом контексте я бы сказал, что да. Ну и шансы у вас высоки. Джокер всегда про X-фактор. Какой X-фактор может повлиять на судьбу ваших отношений? Семья, женщина, королева червовая или дама червовая, женщина, скорпион, рыба и рак. Рождение ребенка, возможно, бы укрепило ваши отношения. Но и принятие детей. Что сбивает ваши мысли и ваши пути в разные стороны? Отсутствие понимания, разные языки. Вы на разных языках говорите, как будто бы друг друга не понимаете. И отсутствие связи коммуникации. Хорошо. Самый позитивный аспект вашей пары. Что максимально скрепляет вас вот здесь? Сила мужчины. Сила мужчины скрепляет вас. Что может наладить связь в ваших отношениях и в вашей семье? Помочь наладить? Звезды, время и случай. И есть ли счастье вместе? Да, оно возможно, когда мужчина освободится от карты марионетка и станет управлять своей судьбой самостоятельно. Не без помощи, возможно, вашей. А вот будете ли вы помогать ему в этом или нет, можете написати в коментарі. Все буде добре. Почуємось, побачимось. Па-па.